Идеализация и переоценка. Переоценка есть наделение человека качествами, которыми он на самом деле не обладает. На ментальном уровне это проявляется в виде иллюзий, казалось бы, безобидных. Но на энергетическом уровне возникает избыточный потенциал. Потенциал создается везде, где есть перепад какого-нибудь количества или качества. Переоценка – это как раз мысленное моделирование и концентрация определенных качеств там, где их на самом деле нет. Здесь существует два варианта. Первый вариант, когда место заполнено, то есть имеется конкретный человек, которого наделяют несвойственными ему качествами. Чтобы устранить возникшую неоднородность, равновесные силы должны создать противовес. Например, романтичный и мечтательный юноша рисует в своем воображении свою возлюбленную, как ангела чистой красоты. А на деле оказывается, что она вполне приземленная особа, любит веселье и совсем не склонна разделять мечтания влюбленного юноши. В любом другом случае, когда человек создает себе кумира и возводит его на пьедестал, рано или поздно происходит развенчание мифа. В связи с этим примечательная история Карла Мая, автора знаменитых романов о Диком Западе и создателя таких героев, как «Верная рука», «Винету» и других. Все романы Май писал от своего имени, так что создавалось впечатление, будто он реально участвовал во всех событиях и являлся личностью поистине выдающейся и заслуживающей восхищения. Произведения Карла Мая настолько живые и колоритные, что возникает полная иллюзия, будто их мог написать только реальный участник событий. Читаешь его книги и словно смотришь кино. А сюжет настолько захватывающий, что Карла Мая окрестили немецким Дюма. Многочисленные поклонники Карла Мая были абсолютно уверены в том, что он и есть тот самый знаменитый Вестмен «Разящая рука», каковым он себя представлял в своих книгах. Иных мыслей почитатели не могли допустить. Ведь они нашли себе объект для восхищения и подражания, а когда кумир живет рядом, это вызывает еще больше интерес. Каково же было их удивление, когда стало известно, что Карл Май никогда не бывал в Америке, а некоторые произведения были им созданы в тюрьме. Произошло развенчание мифа, и поклонники обратились в ненавистников. Ну а кто виноват? Ведь они сами сотворили себе кумира и установили отношения зависимости. Ты являешься нашим героем при условии, что все это правда. Во втором варианте, когда на месте искусственно создаваемых иллюзорных качеств вообще нет никакого объекта, возникают розовые мечты и воздушные замки. Мечтатель витает в облаках, пытаясь уйти от неприглядной реальности. Тем самым он создает избыточный потенциал. Равновесные силы в таком случае, чтобы разрушить воздушные замки, будут постоянно сталкивать такого романтика с суровой действительностью. Даже если он сможет увлечь своей идеей массу людей и создать маятник, все равно утопия обречена, потому что избыточный потенциал возник на пустом месте, и равновесные силы рано или поздно остановят этот маятник. И еще один пример, когда предмет переоценки существует только в идеале. Допустим, женщина рисует в своем воображении портрет идеального мужа. Чем тверже ее убеждение в том, что он должен быть именно таким-то, тем сильнее создаваемый избыточный потенциал. Ну а погасить его можно только субъектом с качествами, совершенно противоположными. Потом остается только удивляться, и где же были мои глаза? И наоборот, если женщина активно ненавидит пьянство и грубость, она словно попадает в ловушку и находит себе алкоголика или грубияна. Человек получает то, чего активно не приемлет, потому что излучает мысленную энергию на частоте своей неприязни, а вдобавок еще создает избыточный потенциал. Жизнь часто соединяет вместе людей, совершенно разных, которые, казалось бы, совсем друг другу не подходят. Так равновесные силы, сталкивая людей с противоположными потенциалами, стремятся их погасить. Особенно ярко действие этих сил проявляется на детях, потому что они энергетически более чувствительны, чем взрослые, и ведут себя естественно. Если ребенка излишне восхвалять, он начнет тут же из вредности капризничать. А если вы будете перед ним заискивать, он станет вас презирать, или по крайней мере уважать уж точно не будет. Если всеми силами стремиться сделать из малыша благовоспитанного паиньку, он скорее всего
свяжется с дурной компанией на улице. Если пытаться вылепить из него вундеркинда, он потеряет всякий интерес к учебе. И чем активнее обрушивать на ребенка всевозможные кружки и школы, тем больше вероятность, что он вырастет серой личностью. Наилучший принцип воспитания и отношения к детям и не только, при котором не создается избыточный потенциал, это обращаться с ними как с гостями, то есть оказать им внимание, уважение и свободу выбора, не позволяя при этом садиться себе на голову. Отношение должно строиться по той же аналогии, что вы сами не более чем гость в этом мире. Если вы принимаете правила игры и не бросаетесь в крайности, вам дозволяется выбирать все, что есть в этом мире. Позитивное отношение одних людей к другим также распространено, как и негативное. В данном случае наблюдается некоторое равновесие. Есть ненависть и есть любовь. Ровное хорошее отношение не вызывает появления избыточного потенциала. Потенциал возникает, когда происходит заметное смещение оценки относительно номинальной величины. Нулевой отметкой в шкале смещения можно считать безусловную любовь. Как вы знаете, при ней не возникает отношений зависимости, и она не создает избыточный потенциал. Но такая любовь в чистом виде встречается редко. В основном к чистой любви добавляются примеси правообладания, зависимости и переоценки. От правообладания трудно отказаться, обладать предметом любви вполне естественно и в общем нормально, пока это не переходит в две крайности. Первая крайность – желание обладать предметом любви, который вам вовсе не принадлежит и даже не подозревает об этом желании. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду не только физический аспект обладания. Это классический случай неразделенной любви. Безответная любовь всегда порождала много страданий. Однако механизм здесь не такой простой, как может показаться. Вспомним опять пример с цветами. Вот вы любите гулять среди них и любоваться ими, но, наверное, никогда не задумываетесь, а любят ли они вас. Теперь попробуйте себе представить, что думают цветы о вас. Появляются разные нехорошие предположения типа страх, опасение, неприязнь, равнодушие. А почему они должны вас любить? Или вот, вы загорелись желанием держать их в руках, а нельзя, они растут на клумбе или их дорого продают. Все, это уже не любовь, а отношение зависимости, и в вас уже закрадываются негативные эмоции. Итак, в одном месте находится предмет вашей любви, в другом месте находитесь вы и хотите обладать им, то есть создаете энергетический потенциал. Можно предположить, что этот потенциал будет притягивать желанный предмет к вам, подобно воздушным массам, которые устремляются из области высокого в область низкого давления. Как бы не так. Равновесным силам безразлично, с помощью чего будет достигнуто равновесие, поэтому они могут избрать другой путь, отстранить предмет вашей любви еще дальше, а вас нейтрализовать, то есть разбить сердце. Вдобавок ко всему, при малейших неудачах вы будете склонны все более драматизировать ситуацию. Она меня не любит, поэтому такие мысли перетащат вас на линию жизни, где до взаимной любви очень далеко. Чем сильнее желание обладания или ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил. Конечно, если они изберут направление, сближающее вас с возлюбленным-возлюбленной, то история закончится счастливым концом. Направление действия равновесных сил легко определить в самом начале зарождения любви. Если вам не дает покоя стремление добиться взаимности, и с самого начала что-то не получается, значит нужно резко сменить тактику. А именно любить, не требуя награды, тогда неустойчивые колебания равновесных сил можно перетянуть и заставить работать на вас. В противном случае ситуация лавинообразно выйдет из-под контроля, и изменить что-либо будет почти невозможно. Вывод 1. Желая добиться взаимности, надо просто любить, а не стараться быть любимым. В этом случае, во-первых, не создается избыточный потенциал, а значит, не появляются те 50% вероятности, что равновесные силы будут действовать против вас. Во-вторых, если вы не стремитесь получить взаимность, не возникает и неконтролируемых драматических мыслей о неразделенной любви, и ваше излучение не затягивает вас на соответствующие линии жизни. Наоборот, если вы просто любите без права обладания,
то параметры излучения удовлетворяют тем линиям жизни, где существует взаимность. Ведь при взаимной любви тоже нет отношений зависимости. Если вы и так уже имеете, нет повода беспокоиться о праве обладания. Представляете, как повышаются ваши шансы только от того, что вы отказываетесь от права обладания. Да и потом, безусловная любовь – большая редкость, и одно это уже вызывает живой интерес и симпатию. Разве вам самим не будет приятно, если кто-то вас любит просто так, ни на что не претендуя? Вторая крайность права обладания – это, конечно, ревность. В этом случае у равновесных сил тоже два варианта действия. Если предмет любви вам уже принадлежит, то первый вариант еще больше вас сблизит. В самом деле, некоторым даже в какой-то степени нравится ревность второй половины. Но другой вариант действия равновесных сил сводится к разрушению того, что породила ревность, то есть самой любви. При этом чем сильнее ревность, тем глубже могила для любви. Это все равно, что перейти от наслаждения ароматом живых цветов к производству из них парфюмерии. Все изложенное одинаково относится к мужчинам и женщинам. Но это еще не финал. К данному вопросу мы еще вернемся, когда будем проходить другие концепции трансерфинга. Вот так все просто и одновременно сложно. Сложно, потому что влюбленный человек теряет способность здраво рассуждать, и эти рекомендации, скорее всего, пропадут даром. Ну а я, в свою очередь, не буду по этому поводу расстраиваться.